Мы с Саней сейчас поедем пообедать. Ты остаешься за хозяйку. Да, да, вот так. Вот так, малыш. Молодец. Хорошая кошка. Самая спокойная кошка в мире. Наша Рокси. Пока-пока. Все, отпускай меня. Все, пока. Пока, пока, малыш. Это было кунафе. Кунафе. Обалдеть. Обалдеть? Просто обалдеть. Купи теперь. Да, вот, наша еда пришла. Thank you. Это курица. Я сегодня хочу курицу поесть. А где твой этот самый? Масло. Да ладно, Масло. пускай будет так. Это не критично. Масло не положили, обделили. Нормально. Вот рис хорошо с лимоном. Сюда кладешь лимончик. Берем вот так. Салатик. Ой, салатик холодный, хороший. Лучок. Привет, Саша. Как спалось? Нормально? Хорошо? Отлично вообще. Я такой нажал, такой смотрю, 5 утра. Второй раз просыпаюсь, тоже нажал, смотрю, 7 утра. О, смотри, Thank you very much. какие нам принесли Штуки. порции. Это называется микс. Типа как тали, да? Да, да, коктали. Коктали-мактали. Вот, и мы пришли в это кафе. Замечательное кафе. Называется оно, вот нам несут салат. Салат. Тешекюрдерен. Очень хорошее кафе. Старое. Ну, с какого там написано года? С 60-го года. И вот такие всякие штуки. Причем вот этот микс, он же каждый день разный немножко. То есть сегодня вот фаршированный перец, например, есть. А в прошлый раз не было перца фаршированного. Хлеба бесплатно. И ведро хлеба бесплатно. И вот этот микс здесь стоит, наверное, 20 лир всегда, да? Я не знаю, может этот больше стоит здесь, потому что фаршированный перец, а может тоже 20 лир. Сейчас узнаем. Поедим. Да, вид, конечно, у меня утро в курятнике называется, прическа. Я просто сегодня купался, нырял в маске. Вот, палец поцарапал. Там плывешь внутри, как в пещере. Об кораллы какие-то? Ну, не об кораллы, а об камни внутри. Там же вот этот водопад. А чтобы к этому водопаду проплыть, тут рыбаки сидят, рыбачат. Чтобы им не мешать, я плыву внутри. Ты можешь еще попасться на крючок там. Ну, будешь вытаскивать из задницы этот крючок. Да. Поэтому я решил срезать путь. Может быть, конечно... Зато ощущение, что ты поел в фудкорте. Моло Фонтале. Ощущение, как будто я опять в Москве оказался. Как будто не уезжал. Как будто не уезжал. Это было кунафе. Кунафе. Надо вот такая была бы она, да, как вот размером с пиццу. Да, Вот вообще. такое кунафе там, не вот такое кунафе. Надо было потом нас на буксире На буксире. транспортировать. Классная штука, жареная какая-то. Как макароны, лапша какая-то с сыром. Да, сладость Сладость. клевая. Супер тортик. Кунафе is the best of the best. Сейчас пою. Здравствуйте. Вот мне вот эти вот, конечно, темы. Килограмм, справа. Я знаю, это грузинская тема. Турецкая тема. Сейчас наши гостят. Сказали. Смотри, какие конфетки. Как камушки. Знаешь, камушки на берегу моря. Ага. Я буду видео лучше снимать. Нет, спасибо. Спасибо. Я уже все испробовал, На что рынке, было помнишь, можно. мужик тоже угощал? Да, да. Разрезал. Килограмм стоит. Моя золотая. 435 килограмм. А в долларах? 430. Килограмм. Это натурально. Очень вкусно. Обалдеть. Обалдеть. Просто обалдеть. Купи теперь. Ну много ты не съешь. А много и не покупай. 100 грамм купи. Вот эту тему, не знаю. Ну, обалдеть.
Ну что, Это знаешь как? Это если вот взять вот эти вот дорогие конфеты, внутри с орехами и с темы. Только это, можно сказать, что из этого делают конфеты. из этого делают? То есть, допустим, вот идет колбаса вот такая, да, вот этой темы. А из нее уже оп-оп-оп-оп. Получается, вот я сейчас съел, наверное, штук несколько конфет вот этих. Именно по вот, ну, я имею в виду, по вкусности вот этой, по объему, что ли. Ага. То есть она отрезает ножницами вот этот вот колбасу эту, да, с орехами там все. Где-то делают вот это, сидят там Да. тетеньки, это все сворачивают, эти колбаски. Классная штука, ну. И у них очень вкусные турецкие Ну, это, сладости, конечно. как вот эти конфеты, если взять, тоже вот, ну не трюфеля, блин, а как-нибудь. Ну вот с орехами такие классные. Мне принесли супчик, Сане принесли микс. Такой суп здесь прямо огромный и классный. Саши микс. Я сегодня не очень голодный, но я все равно объемся этим супом. Саше осталось 10 дней в Турции. Как тебе отдыхается в Турции? Замечательно. Я люблю. Оставайся. Будешь Сделаем нашим тебе королем. вид на жительство. Жара же уйдет, наступит зима. Ну хорошо зимой, да? Уже заныривать не получится. Да тут можно заныривать круглый год при желании. Ну, в принципе, да. Вкусно. Такой жары уже Где не вот будет. ты еще не поешь нигде вот так за $1. да. За $1 вот такую порцию всего в Москве. Это невозможно. Ладно. Вот мы пришли в этот ресторан специально, чтобы поесть кунафе. Кунафе — это такая сладость с сыром и, в общем, не знаю, из чего она, но вот очень вкусно. Жареная. Она и в то время еще и жареная, да, в то же время. Я вот съел такой сектор, 1/4, и уже наелся. Она очень калорийная, очень сладкая. Как будто лапша такая мелкая, да? Сегодня прохладно, очень классная погода. В конце августа стало. Я думаю, что сентябрь будет здесь вообще самый замечательный месяц. И все ушли, смотри. Тут мы пришли, было много людей. Поздно здесь проезжал, смотрю сладости. Оп, зашел, взял эти сладости. В коробочку мне положили, все. Я их 2 дня ел, короче. Классно. Вот чай маленький дали. И вот у Саши такое пирожное гигантское. Да, будем пробовать. Турецкое. Турецкое. А я взял вот Продукт. вот такой. Это еще какой-то кусок шоколада. Это как щербет, да, такое что-то? Она жидкая. Да. Ну, я бы тебе сказал, как что это. Как что это? Ну, мы же... В приличном заведении. Да. Зачем я буду шутить? Как это? Каверзно шутить. Да, это такой концентрированный шоколад. Вау. Какао. А это какое-то фисташки, да? Накрошили зелененько. Да, вкусно. Очень вкусно. А это вкусно? Да. Пальчики оближешь. Да. Здесь такое все белое, светлое. Индырым — это скидки. Поднимаемся на 2-й этаж. Там фудкорт и, по-моему, Ватан Компьютерс. Ватан значит родина. Ватан компьютер. Это значит родина. Вот такой фудкорт, как в аэропорту. Смотри, он не тесный, он обширный, такой просторный. Бродим по фудкорту. Вот это популярная тема. Смотри, они Бургер сколько Кинг. готовят прям сразу. Бургер Кинг, да. Бургер Кинг популярная. А ну, цена, видишь, какая. Наггеты. Это вот такие тоже классные штуки. Тавук. Таук.
Вот 32 лиры суп и вот этот завертон из курицы. Ага. И пепси-кола. Набор. 33. 33 лиры. Да. Попис. Это попис. Какая-то папайя, видишь, называется. Макдональдс. Это вот что-то наподобие, где мы были, да? Как она? Озбан кебаб, которая. Да. Крылышки. KFC. А, вот здесь мы с Раджалилой сидели, что-то ели. Искандер. Красивая люстра, которая меняет свой цвет. Как прем-мандир во Вриндаване. Вон, переливается, Саша, смотри. Тебе нравится, как оно переливается? Да, конечно. Я просто подумал, что торговых этих центров куча куч, где только их нету. Оно, конечно, красиво, но я подумал, что я не буду этого снимать. И правильно. Пошли. Я запомню. Вот этот мне нравится, JBL. Он тяжеленный. И стоит 11 тысяч лир. Сколько килограммов? 11 тысяч это где-то $700 он стоит, блин, здесь. Но он, наверное, блин, звучит. Это же настоящий JBL, не подделка. Тут вон такие мембраны. Вот эти мне нравятся. Дизайн такой классный. Ну вот, Optimos для меня, допустим, да. Он тоже тяжеленький, качественный. Где-то $70 он стоит. $80. Вот это. Видеокамеры, фотоаппараты. Вот камера у меня осталась, нормальная видеокамера у меня осталась во Владивостоке. Суперовская. Sony. Ну вот Sony, 5000 лир. У меня была такая мышка. Вот типа такой где-то дома валяется до сих пор. Такая. И не, очень неудобно было, я не пользовался. Мне ее подарили. Я покупал ноутбук какой-то давно, и мне подарили эту мышку, типа как в подарок. Но я попользовался, потом перестал. Это вот системный блок. Это системные блоки, вот колоночки есть. Ну это если для дома брать колонку так, чтобы вот можно вот такую хрень взять. Но она будет как-то звучать, наверное, получше, чем динамик в ноутбуке, который. Ну да. По-любому. Но даже за такую хрень надо отдать вот 400 лир. Вот. 13-й iPhone стоит 22,5 тысячи лир. Ну, больше 1000 евро даже. Маленький. Хреновинка такая, которую нельзя даже вставить карту памяти. И в котором нету разъема для наушников. Нормального. Одуреть. Такие деньги. Лучше ноутбук за эти деньги можно купить. Нормальный игровой. Космический корабль. Космический корабль. Пойдем. Ну мы посмотрим кинотеатр. Кинотеатр. Пойдем посмотрим. Там красиво. Может быть, там показывают Тома и Джерри. Том и Джерри, не надо перевод, да, там? Да, я помню, Том и Джерри. Когда первый раз в жизни я увидел Том и Джерри, мы с Олегом Гнилицким смотрели вместе. Мы до этого не видели вообще их. Так у нас чуть животы не взорвались от смеха. Ну, такие были дикие мы. Фантазия. Это как раз было в конце 80-х годов. Обалдеть. Когда пошли вот эти видеомагнитофон, электроника, цветной телевизор «Горизонт» и видеосалон. И пиратские кассеты. И там Том и Джерри, ё-моё! Ну там что сейчас Том и Джерри, да? Бегает кот, мышка. А там мы так ржали сидели. Мы не могли разговаривать просто. От смеха. Сидели минут 15, была истерика от смеха. Да, вот так. А когда я первый раз сникерс попробовал, после развала совка, я жрал по 3 сникерса в день, постоянно покупал, ходил. У меня день прошел как бы зря, если я не сожрал 3 сникерса в этот день. А потом раз и отрезало. А потом появились, ну не потом, где-то в одно и то же время, помнишь, появились чокопай корейские.
И тоже пачками жрали эти чокопаи. Казалось так вкусно. Кофе растворимый надо было доставать через знакомых где-то. У кого-то кто-то там работал в тресте ресторанов и кафе. И достали, это называлось, достали банку растворимого кофе какого-то московского там. Да. Если ты его откроешь, это растворимый кофе, и оставишь немножко, даже если... Были баночки, ячменный колос. Да, вот он сворачивался от влажности там, и ты его не выпил там за 2 недели этот кофе, он сворачивался в такой комок. А там, по-моему, кофе даже и нету, это какая-то корица, да, или что-то? Не, ну это был кофе, типа растворимый кофе. Ну да. Нормальный. Вот его не продавали в магазинах. А что-то мы в Совке. Не видели кинотеатр. Это надо было туда идти, да? Вон там. Пойдем или да, не пойдем? Да. Кофе не продавали так вот свободно в магазине, растворимый кофе. Это что это было? Была банка со слоном. Это было что-то такое, прямо... Индийский кофе. Не помню. Плоская такая банка. Я помню... Коричневая. Когда я курил в молодости. Я в молодости курил, и было такое время, в Совке не было сигарет вообще никаких. Ты тоже курил, да? Да, конечно. Помнишь это время, когда не было, просто пропали все сигареты. Был какой-то период, да. когда все пропало. И это было очень долго. Я как раз в школе учился, в 9 классе. И курил уже тогда. Чего никому не советую делать. Ну да. И не было вообще никаких сигарет, продавали махорку только. И какие-то сигареты, если еще выбрасывали, называлось, когда что-то раз и появилось там, и все бегут покупать. Да, это называлось «выбросили товар». Ну, да. И мы покупали вот эти сигареты без фильтра были, Прима. Да, да. Да. Или махорка, и все, больше ничего не было. Да. А где-то в валютном магазине, там в Березке люди покупали Camel. Характерный запах попкорна на самом деле. Да? Здесь, да. Конкретно запах попкорна. Signtech написано вам. Репертуар, пожалуйста. Что там? Ну, я не понимаю. Ну, ты можешь посмотреть по картинкам. Там же идут сэмплы. Ну, да. Вон, ну это мультик. Знаменитый, с этим желтым этим монстриком маленьким. Вот эти чуваки там, да. Вон идет этот фильм. Миньоны. Миньоны, да, вот эти покемоны я называю. Да. Ну, очень красивая девушка сидит да, там. Смотрит кино. Смотрит кино. Вот это что-то индийский какой-то фильм, что ли? Смотри, там чисто всякий чувачок. Сикх с бородой. Угу. Сингх, да. Угу. Это индийская тема какая-то. И вот здесь экраны. Еще есть где-то игровой центр детский. А он здесь, по-моему. Вот это как бы еще одно крыло такое. 2-й этаж и 1-й с магазинами. Вот. Это баскетбол. Попади в сетку. Это что? Боулинг? Самое главное, что все сверкает, переливается. Сверкает. Здесь вот такие скамеечки. Посидеть, отдохнуть. Мороженое купил там, вот мы прошли. Сел здесь и на скамеечке. Сейчас же надо будет что, педали крутить? Ешь мороз, сейчас нам еще долго ехать по дороге. Ну, 10 километров отсюда, да. Я думаю, мы поедем по трамвайной линии, чтобы... У меня интуитивное, знаешь, ощущение, что сейчас на улице будет холоднее, чем здесь. Да. А будет ведь наоборот. А мы вообще-то не на тот выход пришли, да? И как-то на улицу не хочется выходить, потому что думаешь, что там сейчас холодно. будет холодно, да. Что там зима. Мы можем здесь выйти, а можем там выйти. А медиамаркет мы не сходили, компьютерный магазин еще. Да и ладно, что там. Это мы в Ватан заходили. А медиамаркет надо вот так пройти туда, через весь этот самый, в тот конец. Ну, можно пойти. Можно пойти. Ну, с другой стороны, туда надо идти, чтобы что-то покупать там. Что-то холодно здесь. Одуреть вообще. Одуреть, холод. Что-то не хочется вообще мне.
сюда мне не хочется. Я, кстати, ни разу здесь не был вечером, в этом торговом центре. Вот он, как выглядит вечером. Mall of Antalya. Где наши велосипеды находятся? Вон там, напротив стоянки такси. У нас велосипеды. Давай, отстегивай своего коня. Как влажно вечером. Влажно. Как в этом, в павильоне тропиков. Как в тропиках. Сегодня влажнее как-то даже, чем вчера было. И вот, кстати, ночью было жарко опять. Вот этой ночью. Той ночью не было так, а этой опять было жарко. А это от влажности зависит. Вот была влажность повышенная этой ночью. Едем по большой дороге. Вдоль трамвайной линии домой. Здесь нам ехать 10 километров.